моменту, когда это случилось, в Османской империи по разным причинам умерло более 30 шахзаде. Сегодня будет история, которая покажет, почему Сулейман поступил именно так. Давайте представим на мгновение, что казни Мустафы не было. Давайте предположим, что никто не умер и шахзаде разделили бы власть. Шахзаде Мустафа и Баязид. Как наказание истории для тех, кто ее не знает. Что произошло бы, если бы, как нам всем или многим хотелось, султаном стал один из сыновей Сулеймана, а другие отправились в Санджак? Казнил бы Мустафа своих братьев? Казнил, а почему? Для начала приведу одну очень известную цитату. В конце этого видео вы поймете, почему она так важна. История не учительница, а надзирательница, наставница жизни. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Эту фразу произнес выдающийся российский историк Василий Осипович Ключевский. Внимание! В 1893 году. Но мне почему-то кажется, что в Османской империи об этом знали много веков назад. Итак, почему же в династии султана Сулеймана обстоятельства пошли именно так, а не по-другому? Почему нельзя было просто развести шахзаде по разным уголкам империи и отдать им в управление отдельные ее части? Наверное, многие из нас задавали себе этот и похожие вопросы. И чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было знать историю. За 100 с небольшим лет до начала эпохи Сулеймана Великолепного в династии произошел один случай. Да даже целая история, которая научила дальнейшее поколение османов принимать именно такие решения в отношении шахзаде. Второй султан Османской империи Баязид I имел по меньшей мере 6 сыновей. Это были сложные годы. Империя тогда еще была не такой огромной и сильной. Она была государством, которое, набивая шишки, стремительно росло, а султаны писали историю. Историю, которую последующее поколение османских правителей должны были знать от А до Я, не только знать, но стремиться не повторять ошибок. Когда умер султан Баязид, у него осталось 4 сына, которые должны были разделить власть. Еще 2 сына в это время находились в плену у Тамерлана. Государство было разбито на 4 части. Эдирне – эта территория ушла во владение и управление шахзаде Сулеймана. Шахзаде Иса получил право управлять Бурсой, а в Восточной Анатолии правителем стал Мехмед. Муса, объявив себя султаном, правил европейскими территориями османов. Это как если бы после смерти Сулеймана оставшиеся в живых Мустафа, Селим, Баязид и Джихангир разделили бы власть. Но этого не произошло и не могло произойти. Потому что Сулейман и его сыновья знали историю. Что же такого произошло с сыновьями Баязида, что заставило Сулеймана взглянуть на собственную историю шахзаде под таким углом? За исключением закона Фатиха, разумеется. Ведь во времена султана Баязида такого закона еще не существовало. Через какое-то непродолжительное время Мехмеду показалось мало анатолийских земель. И он решил отвоевать у своего брата Исы Бурсу. При этом он вошел в сговор с другим братом Сулейманом. Отвоевав Бурсу, Сулейман умертвил Ису. Далее братья напали на Мусу, чтобы лишить его европейских земель османов. Объединившись с византийским императором, они сумели в конце концов победить и Мусу. Правда, в этой схватке был убит Сулейман. Муса же был взят в плен и умерщвлен. Таким образом, Мехмед остался один и провозгласил себя султаном всего османского государства. Потом, правда, возник еще один его брат, Мустафа, который вернулся из плена и потребовал полцарства. Но он тоже был убит. Фатих Мехмед принял свой закон о братоубийстве многим позже не просто так. Он знал историю и, как большинство последующих султанов считали, это было самым лучшим выходом. И как только этот основанный на знании истории закон Фатиха был проигнорирован, в стране и начались те события, которые в конце концов и привели империю к краху, как считается. Так, какой же урок получил Сулейман от этой истории шахзаде? Вы сами как считаете? Что стало с самим Мехмедом, который, победив всех братьев, правил последующие 8 лет? А он, как и его отец, любил охоту. На одном таком мероприятии погиб, упав с лошади, сломав позвоночник. Одна из самых интересных легенд о нем – это та, в которой рассказывается, что Мехмед очень любил весь османский народ.
Говорят, что по вечерам пятницы он сам готовил еду и своими руками раздавал ее бедным и нуждающимся. Интересно, сколько этого народа пострадало, пока Мехмед убивал своих братьев в войнах. Ведь янычарского корпуса тогда еще не было. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.